Друзья, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Сегодня я вам рассказываю про наушники, которые являются, по заявлению создателей этих наушников, самыми маленькими беспроводными наушниками, которые существуют сейчас на планете Земля, с активным шумоподавлением, которые работают по 5-6 часов, а вместе с кейсом работают по 20-24 часа, имеют беспроводную зарядку. Очень хорошо звучат, потому что здесь 7-нанометровый драйвер, при этом скрываются внутри, их практически не видно, а весят всего лишь по 3,7 грамма каждый. Это наушники под названием One More Comfort Buds Mini. Были они представлены совсем недавно на глобальном рынке, буквально несколько дней назад. У меня была уже возможность их потестировать, походить с ними. Давайте я вам расскажу, что они из себя представляют, как звучат, как работает микрофон, как долго работают, ну и есть ли у них какие-нибудь фишки. Это Честный Блог, меня зовут Фил, погнали! Сразу хочу сказать, что я уже недавно делал обзор на одни из наушников от компании One More, и мне они понравились, поэтому я с большим интересом подошел к этим наушникам. One More Comfort Buds Mini. Наушники, которые действительно являются очень-очень маленькими, потому что каждый из них весит всего лишь 3,7 граммов. И мне кажется, что меньше беспроводных наушников я в руке не держал. Есть белое исполнение, есть черное исполнение. Я думаю, что белое подойдет девочкам, черное подойдет мальчикам. Очень приятный пластик, из которого изготовлен этот кейс. Причем кейс сам по себе очень небольшой, весит 34,9 граммов. Вместе с наушниками все это весит 42 грамма. В каждом наушнике аккумулятор на 34 мАч, и он дает возможность работать с активным шумоподавлением в районе 5 часов, без активного шумоподавления в районе 6 часов. Также при помощи кейса мы можем зарядить наушники раза 4, поэтому в целом у нас будет 20-24 часа работы этих наушников. Причем если мы на 10 минут засунем наушники в кейс, они заряжаются на 1,5 часа работы. Да, кстати, у этого кейса есть беспроводная зарядка, снизу у нас USB Type-C, есть светодиод, который говорит о том, что происходит, и сбоку есть кнопка, которую нажимаете, чтобы сопрягать с другими девайсами. Полностью наушники заряжаются за 70 минут, кейс полностью заряжается за 1,5 часа. Внутри у нас Bluetooth версии 5.2, соответственно, без проблем вы будете коннектиться с другими устройствами, потому что очень широкий радиус действия, и еще это энергосберегающий Bluetooth. Также есть поддержка кодеков SBC, а для более продвинутой аудитории есть кодек AAC. Этот кодек постоянно использует компания Apple. В рамках Android смартфонов этот кодек тоже используется как более качественный по сравнению со стандартным SBC. У нас есть 4 вида активного шумоподавления. Сильное шумоподавление, среднее шумоподавление, нормальное шумоподавление и режим прозрачности. Правда, режим прозрачности, я бы сказал, что все равно не дает вот той прозрачности, которую хотелось бы. То есть, если я подхожу на кассе и начинаю разговаривать с кассиром, я слышу огромное количество всяких разных звуков, в том числе и то, что мне говорит кассир, и в целом я немножко в этом путаюсь. Поэтому проще мне все-таки достать наушник из уха и пообщаться с кассиром. Да, кстати, есть функция Play пауза автоматическая, когда вы достаете наушники из уха, у вас музыка останавливается, и потом все дело продолжается. Естественно, наушники контролируются жестами, точнее тапами, так можно сказать. Главное, наверное, расстройство, которое я хотел бы получать от наушников, это чтобы можно было регулировать громкость. Но, к сожалению, здесь этой функции нету. Play-пауза, ответить. Но можно вызывать голосового ассистента, а уже при помощи голосового ассистента можно смело сказать: дружище, сделай потише громкость или сделай громкость побольше. И это работает. Также у нас есть приложение, которое называется One More Music. Оно работает как для айфонов, так и для андроидов, поэтому смело скачивайте его, и при помощи него можно настраивать звучание и работу ваших наушников. Я на свой Redmi K50 установил это приложение. Кстати, обзор Redmi K50 будет совсем скоро. Это игровой смартфон от Redmi. Тут даже есть дополнительные триггеры, чтобы можно было стрелять и перезаряжать оружие, да и в принципе включать фонарик или что-нибудь. Короче, об этом смартфоне будет совсем скоро разговор. Конечно же, при помощи приложения можно, во-первых, обновлять эти наушники. Есть возможность смотреть заряд кейса и наушников. Можно включать различные варианты шумоподавления. Можно настраивать управление. Ну а если вам в какой-то момент музыка поднадоест, здесь есть специальный раздел, который называется Soothing Sounds. А это, соответственно, звук дождя, прибоя и так далее. Короче, немножечко отдохнуть. Само приложение функциональное, очень простенькое, и каждый в нем разберется. Что касается звучания, здесь стоят 7-миллиметровые драйверы. У нас есть 2 микрофона, которые ловят голос. По звучанию. Но мне все понравилось. Прямо хорошо звучат эти малышки. Хорошо, мощно, есть комфортные низы, есть хорошая середина и есть не очень цокающие, но нормально звучащие верха. То есть ты включаешь эти наушники, и если у тебя еще включено активное шумоподавление, ты едешь в метро, классно. Ты идешь по улице, какое-то шумное место, классно, все звучит. Помните только, что на улице действительно, когда отключается шумоподавление, вы можете пропустить, как, не знаю, едет какой-нибудь курьер на велосипеде или еще что-то, поэтому будьте все-таки внимательны, когда идете по улице. Так может и машина как-то неудачно приехать. Есть специальный
специальная технология под названием DNNN, которая отделяет ваш голос от посторонних шумов. То есть, когда вы общаетесь с кем-то по телефону, используете эти наушники как гарнитуру, а, конечно же, их можно использовать по отдельности, то эта технология как раз-таки работает и отделяет весь лишний шум от вашего голоса. И чтобы не быть голословным, давайте я вам покажу, как же звучит голос в этих наушниках. Ну а сейчас вы слышите, как звучат эти наушники. Я нахожусь сейчас на улице, здесь дует ветер, здесь в принципе шумно, и у меня включено активное шумоподавление. Вы сейчас слышите мой голос таким, каким услышит его мой собеседник. Ну, что скажете? Мне кажется, что звучит все очень неплохо. Да, кстати, забыл сказать, ведь на эти наушники совсем скоро будет скидка. С 28 марта на Алиэкспрессе стартует скидка, поэтому обязательно переходите по ссылке, которую я внизу укажу. Сейчас цена этих наушников $100, и с современным курсом это, честно говоря, не айс, но в дни распродаж цена будет вроде как на 20% ниже, плюс можно будет еще использовать промокоды, короче, можно прям очень хорошо выгадать. Потому что на самом деле наушники получились, как мне кажется, неплохие. Во-первых, очень небольшой кейс. По сравнению с огромным количеством наушников, это плюс. Также сами наушники небольшие, это с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Плюс в том, что вы их засовываете, они комфортно сидят в ушах, оттуда совершенно не хотят вылетать, а самое главное, что они незаметны. Минус в том, что если вдруг эти наушники каким-то образом у вас все-таки выпадут, вы их очень долго будете искать. Вполне возможно, даже и не найдете. Так что обратите на это внимание. Также из-за того, что они маленькие, не всегда понятно, как их нужно внутрь засовывать. Но самое главное вот что. Внизу у нас есть светодиод. Так вот, он всегда должен находиться внизу. Соответственно, берете левый наушник, с светодиодом вниз вставляете, и все отлично. Есть разные шумоподавления, которые работают хорошо. Звучание. Самое главное, наверное, все-таки в наушниках это звучание. Звучание мне понравилось. Я, может быть, хотел, чтобы оно было еще чуть-чуть громче, но в целом мне комфортно и так. Плюс работают достаточно долго, выглядят очень аккуратно. Я думаю, что без проблем могут подойти как подарок. Есть беспроводная зарядка. Соответственно, это такая более современная технология. Немножко напоминает о том, что это не самые обычные наушники. Комфортно сидят в ушах, имеют влагозащиту, IPX5, соответственно, брызги, пот и все остальное. Для этих наушников не страшно. Но купаться в них точно нельзя. Единственное, чего в них нет, знаете, это какого-нибудь такого специального геймерского режима, в котором прям бы уменьшалась бы задержка. Но я бы сказал так, в принципе, задержка особенно невелика. Но хардкорным геймерам вообще все нужно только по проводам, так что тут сорян. Вот такая история, друзья. Очень надеюсь, что видео оказалось для вас полезным. Я оставляю все ссылки внизу, переходите, посмотрите. Точно могу сказать, что эти наушники мне понравились. Цена с современным курсом, безусловно, немножечко кусается, но смотрите сами, что вам выбрать. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока.